Так, ну что, девочки, мальчики, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы, тех, кто уже немножко вышел из новогодней этой майонезной комы. Слушайте, я на самом деле понимаю, что мазик все меньше и меньше в тренде все-таки, да, все как-то больше про здоровый образ жизни, да и уже достаточно большое количество различных соусов, чем можно заменить майонез, но однако это же классика. И вот если вы, значит, уже лицо из салата у меня подняли и умылись, да, маска питательная, но все-таки все, пора уже включаться, да, в рабочие ритмы. Давайте что-нибудь поразбираем с вами сегодня. Например, поговорим на тему, каких людей вы притягиваете и почему. Да, хорошая же тема, я так считаю. Каких людей притягиваете и почему. Так, первый камень зеленый, второй оранжевый, третий ярко-синего цвета. Сейчас я сяду поудобнее в своем императорском кресле драконьем. Каких людей притягиваете и почему? Конечно, могу вам еще рассказать про большое количество наших интересных проектов, но, в принципе, рассказываю в практически каждой болталке. В закрепленном комментарии под этим видео есть Boosty. А Boosty — это тайные комнаты сюрпризов, то есть вы там получаете много всего всякого интересного. Если не Boosty, есть возможность через кнопку спонсорства на YouTube, она еще у кого-то сам пока работает, надеюсь, что будет работать у большего количества стран, да, у кого не получается, ну, есть Boosty. И там много-много всяко разных плюшек, так-то там обзоры на колоды карт. Но я, правда, их давно не обновляла, но, собственно, самое важное там есть. Есть магические чаты, и болталки, и проживание арканов, и самая крутая тема, в которой я просто опять условно опередила многих тарологов. Вот, потому что я вообще уже не таролог, а сильно больше. У нас есть курс по традиционному колдовству, и через традиционное колдовство это про принятие силы, которой вы боитесь, да, уже про умение обращаться с энергиями, да, с этими силами, немножко про ритуалы. Это манифест. Сколько он продлится, я не знаю, потому что вот я его пишу в режиме реального времени. Каждые 2 недели выходит видос с медитативной частью и, собственно, частью лекционной. Вот, например, в последних выпусках манифеста мы рассматривали магические инструменты, и многие из вас даже искали потом ясень по всему городу. Кто-то нашел, и до счастья вам будет, а кто не нашел, тот потом найдет. Вот, поэтому, если вам все интересны вот эти все крафтовые вещички, как оно что работает, у кого получается, там, а почему у меня не получается, то есть с этим всем разобраться, существует ли магия и как, да, как с этим жить, соответственно, да, как не придумывать лишнего, да, не перекладывать ответственность, но при этом использовать внешние источники для улучшения качества своей жизни, это все манифест. Окей, ладно, давайте смотреть уже, каких людей вы притягиваете, что транслируете, каких людей притягиваете. Работаем на колоде, которая называется Mind's Tarot Оливии Роуз. Классная, красивая колода. Вот. Вы ее восприняли на ура, когда я снимала на ней рилсы. Да и, по-моему, были какие-то расклады, да, на ней. Вот такая вот у нас интересная колода. Первый камень зеленый, второй оранжевый. И, собственно, третий синий. В инфобоксе время начала вашего видео. Кто передо мной, что за человек? Мне вот тоже, знаете, интересно делать подобные расклады, потому что я что-то вас немножко исследую, понимаю, кто ко мне приходит, да, за какой информацией, соответственно, где я могу быть компетентна, да? Чем я могу быть помочь, чем я отличаюсь от специалистов. То есть постоянно у нас какие-то там с вами происходят взаимообмены интересные очень. Кто сейчас вы по жизни? Кто сейчас вы по жизни? Боже, кто ко мне пришел? Ничего, что я сижу перед вами, может мне голову склонить перед вашим величием. Посмотрите, как мне показывает энергия дьявола для вас. Либо вы, правда, пошли в состояние раскручивания, расширения, управления энергиями, потому что, ну, в первую очередь, дьявол — это аркан материализации, да, а уж потом вот это все, что рога там ваши, копыта, крылья, жабры и прочие
тамплиерские ухищрения, потому что, ну, если вы знаете, вот дьяволы стали воспринимать именно как вот этого рогатого персонажа, это же времена тамплиера, они, значит, вот Бафомет ввели, да, в понятие, ну, короче, дьявол. То есть это, короче, вот оттуда все, как знаете, может, вы просто рогатый бог, понимаете, или любимица рогатого бога. Ну, вот тут вот кто мне сказал о том, что вот я знаю, почему рога, потому что... А почему корона? Потому что это символ рогов, а рога – символ божества и прочее. Сейчас мы посмотрим, какой вы дьявол, да? То мы смотрели, какой вы котик, а сегодня мы посмотрим, какой же вы дьявол. Но это будет по первому варианту, потому что все же разные арканы. Понятно. Вы такой, знаете, беззубый немножко дьявол, да? Дьявол, который уже вышел на пенсию. Да, дьявол, которого условно изгнали из ада. Помните, может быть, сериал «Люцифер», но там как-то он был в своих правах, а вы вот не в своих правах. Да? То есть мы прекрасно понимаем потенциал, мы смотрим с тоской туда, потому что непонятно, собственно, как же этим пользоваться. Да? Там, дьявол, лишенный власти, дьявол, лишенный зубов, да? С вырванными, видимо, копытами, рогами и, значит, перекрытым третьим глазом. Ладно, может, шерсть, понимаете, побрили. Грустная какая-то история. Или вы не показываете, что вы дьявол, да? Вот тут вот хитрый змей надел на себя ушки. Вот такой искуситель, который не показывает свою настоящую природу. Хорошо. А какие люди вам нравятся, господин дьявол? Расскажите мне. Какие люди вам нравятся? Какие же люди вам нравятся? Да такие же, как вы. Да, немножко. Да? Ну, смотрите, это люди действия, это люди достаточно умные, потому что, собственно, если мы на характеристику выкладываем рыцарей мечей, люди резкие, но я все же буду читать мечи как воздух, и они достаточно не глупые. Наверное, это люди действий, в том числе ментальных. Это, наверное, те люди, которые очень часто прям продуцируют идеи, да. Читаю все-таки мечи как воздух, не всегда же бывает. Угу. Ну, смотрите, и вот они такие немножко дурные, потому что они как бы умные и талантливые, но вот свои идеи они сильно не воплощают. А тут вы такой хитрый дьявол, да? Ну, а что? Есть такое, что вы можете пользоваться чужими потенциалами, открывая свои какие-то возможности? Такое может быть. И либо вам нравятся, знаете, люди с вот этим нераскрытым потенциалом, и вы, значит, выступаете здесь как учитель плохого, как определенное какое-то искушение. Может быть, у вас, правда, есть какая-то власть определенная, да, ну, я не знаю, над стажерами, да, в вашей персональной преисподней, и вот вы видите потенциал, и, соответственно, если человек как-то раскрывается, то, может быть, вы даете какие-то блага, там, протекции свои, но при этом не грех, уж буду говорить в первом варианте, как есть, да, и слово грех употребляет тоже метафорически, воспользоваться немножко глупыми людишками. Да, глупыми людишками, потому что, в принципе, здесь как бы вот нам показывают, что я все же почитаю, да, рыцаря мечей, как деятельного человека. Паш чаш. Но это про потенциал. Сейчас еще немножко посмотрю, какие люди вам нравятся. Понятно, да? Короче, те, кого вы можете очень легко очаровать, да, дав им желаемое и тем самым заставив себя полюбить. Вот так вот. Ну, соответственно, как-то, если я людям нравлюсь, они мне тоже нравятся. А если, значит, я им не нравлюсь, значит, они мне тоже не нравятся, знаете ли. Да, я тут не буду ни за кем бежать и кричать, собственно, как по мне безразличные. Здесь вот есть ощущение, что сложно попасть в ваше окружение, да, что у вас есть все-таки ценз, у вас есть там третий глаз, у вас есть какой-то сканер, может быть, отпечатка пальца и так далее, потому что вам, в ваше окружение на самом деле сложно попасть. И есть определенные критерии, да, по которым вы людей пускаете. Вот если они где-то готовы признавать ваш авторитет, ваше лидерство, да, вам потом прикольно. Это такие люди вам нравятся. Хорошо. Каким людям нравитесь вы? Да? Каким людям нравитесь вы? Богатым. Людям, которые
достаточно спокойны с точки зрения своей материальной реализации, эмоциональной реализации, да, потому что девятка пентаклей – это карта достаточности, да, но, наверное, это может быть либо ваши внутренние уже рамки определенные, либо вот просто вы достигли вот этого уровня, когда, да, ну, где-то вы вот прям общаетесь на равных. Хорошо, давайте. Каких людей все же притягиваете? То есть вот эти люди вам нравятся. Соответственно, те, что вы хотите, чтобы они на вас работали, да, вы нравитесь. Ну, соответственно, богатым людям, да. Каких людей притягиваете еще? Каких людей притягиваете? Ваша харизма, внешность, интеллект. Каких людей притягивает? Так, мир. Двойка чаш. Да, вы знаете, кстати, вы притягиваете, каких людей притягиваете? Тех, в ком очень много любви. Огромное количество любви. Смотрите, карта мира, как бы двойка чаш. Но, наверное, еще, может быть, вы сейчас притягиваете людей на создание либо каких-то доверительных отношений, на раскрытие анахаты, но при этом это не те люди, которые приходят ранить ваше пространство, да? Это те люди, которые приходят, соответственно, от вас там чему-то научиться, да? Это те люди, которым нравится вас любить, понимаете? И видеть у вас какие-то хорошие, позитивные, положительные качества. Карта мира, верховная жрица. Да, посмотрите, духовные люди, да, то есть, скорее всего, видят какой-то ваш внутренний уровень духовности. Но здесь вот есть ощущение все же. Здесь духовность присутствует. Вы считаете, что в дьяволе нет духовности? Это такой же эгрегор, да, духовный аспект. Почему нет? Есть. Просто другого цвета. Ну, давайте посмотрим, чем именно просто притягиваете таких людей. Духовных, смотрите, да, двойка чаш, верховная жрица, да, собственно, карта мира. Открытый, духовный. Чем именно притягивается? Наверное, знаете, тем, что вот ваша энергия дьявола, они могут немножко помочь вам заземлиться, да, и при этом, смотри, вот как бы колесо фортуны, это потому что 100%, да, вот как бы на вашей энергии или там общении с вами, да, то есть вот, видимо, вот такой прям хороший вибрационный фон, кстати. Что-то у них в жизни может поменяться, да, при этом поменяться к лучшему. То, что вы правда чему-то учите, но учите какой-то практичной части, потому что вот они слишком духовные, они слишком что-то не понимают, да, не знают, условно, как жить. Вы учите. Ну, сейчас я еще немножко вашу двойку мечей раскрою. Почему у нас дьявол идет под двойки мечей? Девятка чаш. Понятно. А у вас какой-то тоже духовный дьявол, понимаете? Да, если вы действительно познали уже, собственно, основы материализации энергии, это про то, что, как вам, знаете, вам в этих энергиях дьявола для себя не в кайф. А открывать энергии дьявола других, вот для вас в кайф. Вот, собственно, поэтому такие люди притягиваются, да? Богатые почему притягиваются? Потому что у них очень высокий уровень дозволения, и они видят вот эту девятку чаш, которую вы транслируете, вот это ощущение радости, там, спокойствия, изобилия, да? А люди, которые вот духовные, они как раз притягиваются к вам за материализацией, которой им не хватает, да? За раскрытием потенциалов, за каким-то советом. Вот смотрите, такое ощущение, что ваш иерофант, да, в какой-то момент просто стал дьяволом. То есть из момента вот духовности, когда мы просто могли что-то наставлять и просвещать, мы все-таки рассказываем, как это все материализовать. А вот с точки зрения кармы, как у нас там дела происходят? Башня, королева мечей, шестерка мечей. Слушайте, здесь очень интересная история, потому что вы можете предполагать, что вы познали некие, знаете, законы читерства, да? Знаете, как говорят, что кто понял жизнь, тот не спешит работать. Вот как будто вот что-то вот знаете больше, чем другие люди. Но если это знание, вы очень боитесь, что вам правда может прилететь в карму за то, что вы рассказываете о том, о чем не должны рассказывать. А вот тут вот еще есть момент, что где-то вам почему-то кажется, да, что вы эту карму пытаетесь обмануть. Вот как-то так, да? И здесь вот есть ощущение, что мы где-то подсознательно боимся наказания. Королева пентаклей, шут, десятка мечей.
Ну, тут как-то, видимо, ваш внутренний рост. Мне интересно, кстати, по энергетике люди. Я не могу сказать, что с вами просто. Вот про таких людей говорят непростой. Как вот заходишь на эти всеведенские форумы, да, и там просто какие-то рязанские непонятные лица. Ничего не имею против города, это просто есть такое понятие, да. Такие простые абсолютно. И вот эти, значит, начинают писать в комментариях: ой, человек непростой. Да как он, господи, непростой, да? Ну, так вы непростые, правда. И поэтому, ну, может быть, общение с вами может отпугивать. Или вот люди понимают, что вот вы, конечно, улыбаетесь, но это все просто какая-то, знаете, вежливость, а близкого к себе не подпускаете. Да, и как бы вы не демонстрировали открытость, если вам это свойственно, то это больше не воспринимается как хитрость. Ну, такая вот интересная позиция по первому варианту. Интересно, правда, да, есть что-то такое, что, в общем, оставляйте какое-то интересное послевкусие. Вот про таких людей говорят себе на уме. Это вы, единичка, себе на уме. А двоечка, ну что, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Так, кто ты есть, кто будешь таков, кто вообще перед нами? Рыцарь жезлов, да, человек, который несется навстречу жизни. Рыцарь жезлов, конечно, неплохая сама по себе карта, да, здесь какой-то молодой движ, да, что-то на районе, может, разборки какие-то, может, еще что-то. Сейчас посмотрим. Ну, не обязательно же у нас, как бы, да, рыцарь мечей, это вот эти все исключительно разборки, потому что по рыцарю жезлов они тоже могут быть, да и по, собственно, покупковым историям, ну, просто вот разные у нас сферы задействованы, да, где-то душевные, там, где-то энергия уже непосредственно, где-то просто мозговая деятельность, но здесь есть движ, да. У рыцаря жезлов есть движ, ты стремительный какой-то, может быть, вы огненный знак зодиака, может, асцендент, может, еще чего, но такой, смотрите, рыцарь жезлов, как бы, и, собственно, шестерка чаш. Мамин бродяга, папин симпатяга, может быть, да, мамина царевна. А почему шестерка чаш? Ну, именно потому, что это какая-то семейная история, да, которая заложена. Это про то, что, может быть, постоянно мы где-то в родовой системе будем искать одобрение своим действиям, да, или бывает такое, что я как хорошая дочка или как хороший сын, да, я помогаю своим близким, и во многом мои достижения связаны по жизни, да, связаны с тем, что я, опять же, хочу быть, может быть, добытчиком, да, может быть, просто как-то что-то помогать. Опять же, нести свет в семью. И вот, скорее всего, вас, может быть, растили, да, как человека, который может как-то помочь родовой системе. Ну, может, вы, правда, семейный, да, если семейный, то прям топите за семью. Но здесь больше мне показывают карты ребенка, да, ребенка, который является спасателем ситуации, ребенка, который считает, что у него миссия, да, это прям миссия. Ну вот смотри, паш чаш, да, шестерка чаш, абсолютно детская история. И как бы рыцарь жезлов, да, человек, может, ребенок по жизни, или он просто заигрывается в ребенка спасателя, или ребенка героя, неважно сколько лет. Вот вы, да, вот такой ребенок. Ребенок такой. Может, знаете, там папа ушел из семьи, к примеру, да, это мальчик вот остается. И он все, да, по жизни просто маме помогает. И бывает такое, что маме даже мужа как бы заменяет, но ментально имеется в виду, да. Поэтому сложно создать свою семью. Это момент сепарации, да, или там девочка, там папа уходит из семьи, она пытается быть младшим братьям, сестрам, да, там и мама, и папа. Маме как бы, ну, что-то такое, да, потому что, смотри, прям взаимосвязь очень мощная идет. Ладно, хорошо. Давай что посмотрим. Какие люди тебе нравятся, да? Да, какие люди тебе нравятся? Люди нравятся. Люди, которые смотрят, наверное, на мир, на жизнь под каким-то другим углом, да. Люди, которые вполне возможно преодолели похожее, да, как у тебя получается, потому что здесь вот есть какой-то внутренний момент. Ну, я прям сильной зависимости не вижу, но где-то вы сами себе навязали эту миссию, да, а вы из нее никак выйти не можете. Такое вот, да, родовой как бы сценарий.
И вот здесь вот повешенный — это либо про тех людей, которые уже это преодолели, да, и вы смотрите на это, ну, с позиции, знаете, рехаба, что я типа выздоравливаю, ты уже выздоровел от этого, ну, к примеру. Потому что вам нравятся люди, которые вашу ситуацию видят под другим углом, потому что повешенные. И еще, кстати, вам нравятся люди, либо которых вы близко к себе не подпускаете, либо которые близко к себе не подпускают. Сейчас посмотрю, почему это отстраненность. Если у вас, правда, например, какая-нибудь травма отверженного, да, то вам будут нравиться люди в повешенном, потому что в повешенном же действий никаких нет, но они вам почему-то нравятся, да? Почему нравятся люди в энергии повешенного? Паж Пентаклей. Ну, потому что, скорее всего, вы тоже видите там какой-то потенциал, да? То есть они, получается, как зреют постоянно. Все, я поняла. Знаете, здесь женщина и мужчина будут встречать людей и выбирать их для жизни с нераскрытым потенциалом. Бывает такое, что у нас сложное представление о себе, нам же кажется, что мы дофига просто реализованные, да, ну, кажется, по сути, но где-то мы себя обманываем. И получается, что, как нам кажется, мы дофига реализованные, встречаем нереализованных партнеров, начинаем дотягивать, да, потому что мы не смотрим на себя, что нам нужно свой потенциал раскрывать в первую очередь, да, мы привыкли делать для других хорошее, для себя никак, и поэтому ровно такая же история у нас происходит с партнерами, да, в первую очередь мы делаем хорошо им, потому что почему-то в какой-то момент решаем, что их ресурсы, их потенциал важнее, чем наш. И вот, собственно, поэтому как-то вам такие люди нравятся. Хорошо, то, наверное, какая-то внутренняя выгода есть, да, что не нравится. Да, люди с нераскрытым потенциалом. То есть вы как будто в них это видите. Давайте, что нравится это вам? Ну вот, да, вот, все, я увидела потенциал, короче, я пошла работать. Я пошла над этим работать, да, потому что вы сами такие же, да, вы сами такие же. Наверное, вы уже все это понимаете, потому что сейчас Америку вообще не открываем. Ладно. Ну, давайте так. Каким людям нравитесь вы, да? Каким людям нравитесь вы? Каким людям нравитесь вы? Это такая же история. Все в двойках мы немножко застряли с вами, да? А самое интересное, наверное, вы нравитесь людям, которые видят потенциал в вас. Видите, круговорот потенциала в природе. То есть я выбираю партнеров, да, где я, собственно, круче, да, чем партнер, и я помогаю ему реализовываться. Да? Но при этом вы нравитесь людям вот ровно с такой же целью, да, видят в вас не раскрытый потенциал. Соответственно, и по двойке жезлов, да, показывает, что реально можно по-другому. Чем же вы им нравитесь там, да, по двойке жезлов? Чем же вы им нравитесь? Да в том, что они видят потенциал в вас. Ну, если в состоянии перекоса, то понятно, что будут притягиваться те люди, а у вас же потребность получается, да, помогать другим, раскрывать потенциал, короче, и они это будут делать в свою пользу, да, то есть человеку надо же, да, у него же есть в этом потребность, а я типа этим воспользуюсь. Давайте, знаете, как посмотрим. Вот человек вот видит, что вы помогаете раскрыть потенциал, притягивается за этим к вам. А это с корыстной точки зрения или все-таки он видит, что вам нужно помочь? Да? Как в этом случае он к вам относится, когда видит, что вы раскрываете потенциал? Так, ну, пока неплохо, да? Королева чаш. Понятно, здесь на самом деле человек приходит за одобрением, поддержкой, любовью, да? Мама. Здесь вот мама, хотя, собственно, уже, наверное, уже мама своим детям, но здесь, правда, много вот этой материнской энергии. При этом, смотрите, нам пентакли выжимать не показывают, да? Вы как-то не могу сказать, что... Это вот, знаете, какой архетип? Это архетип Венди в Питере, Пенни, помните? Она и мальчишек этих воспитывала, да? При этом она же молоденькая девочка, маленькая, да, но сама навязала себе роль мамы. И вот она, да? Мама Венди. И вот здесь вот мама Венди с Питером Пеном по жизни. Хорошо. Ну что, каких людей притягиваете, мама Венди? Вот ваша трансляция, да, каких людей притягивает. Каких людей притягивает. Знаете, которые будут ныть, что у них ничего не получится по жизни, а люди действительно, ну, приходят к вам за будущим, понимаете, не приходят за потенциалом, потому что, опять же, девятка мечей, состояние тревоги, там,
бессонницы, какой-то пурги в голове вечной, да, бесконечной. Вот, сибирских морозов и прочего, да, 9 мечей и 8 пентаклей, да, то есть они говорят, вот со мной в жизни все происходит какая-то жопа, да, и ваша задача сказать им, да нет, все не так плохо, все не так страшно, да, то есть вот они зачем приходят, чтобы у них была в общении с вами какая-то надежда, на то, что с ними может быть все хорошо. Но эта ситуация, к сожалению, может затягиваться, потому что такие люди, они могут вас подвампиривать, да, немножко. То есть, по сути, сажая вас тоже вечно в повешенного, да, потому что вы пока помогаете и спасаете им, вы не обращаете внимания на то, что происходит в вашей жизни. Ну ладно, как там люди благодарны к вам, которые приходят, и вы им говорите, да, все будет хорошо. 6 жезлов, императрица. 10 мечей. Слушайте, но если эта ситуация связана с мужчинами, то здесь отыгрывается классический сценарий серии, что мужчина никогда не может простить женщине, что она видела его слабость, и как только он встает на ноги, он сваливает, да, и там уже ему проще реализовать отношения, потому что как бы у него больше нет этой потребности быть в зависимости, понимаете, от женщины. А, собственно, эта женщина, которая его растила, все вот это как сыночку холила или лелеяла, к примеру, там, или свой потенциал не раскрывала, боялась туда посмотреть и считала себя в чем-то, там, допустим, неталантливой, в чем-то, ну, то есть обделенной, да, жизнью. А ей становится дико обидно, она такая говорит, боже, ну я же вкладывала в тебя все ресурсы. И это, видимо, подразумевало, что он должен остаться, но как только она залечила его раны, да, она же его и отпустила. И это, на самом деле, абсолютно нормальная история, если туда посмотреть, потому что он же ей тоже сильно не нужен, ты не раненый, да, он же не закрывает больше ее потребности. Вот в чем дело. Вот такая вот история. Да, то есть вы на самом деле притягиваете людей на время, да, помогаете им исцелить раны, а они потом сваливают. А вам кажется, на моем ресурсе это все случилось и так далее. Может быть, да, может быть и есть, понимаете, на вашем ресурсе. А вы потом страдаете и болеете от этого. Совет возьму вам. Справедливость, как бы 4 чаш. Ну, смотрите, если вы прекрасно понимаете, что не в коня корм, да, мы больше коня не кормим, да, лошадь сдохла, слезь. Все. Но вам почему-то, да, действительно кажется, что я коню отдам, типа, все лучше, а сама как-нибудь потом. Вот так вот. А с мужчинами же тоже такая ситуация может проигрываться. Просто у меня больше женщин, да, смотрят. Да, мальчики же тоже могут играть в этих спасателей, и тогда, ну, немножко другая картина, но похожая, да, я же рассказывала о том, что мальчику надо маму спасти, да, и он будет спасать уже непосредственно партнеров своих или, да, партнерш. Поэтому, да, нужно постоянно женщина с нераскрытым потенциалом. Это не очень хорошая история, потому что они тоже будут перекрывать друг другу потенциал, что он ей, что она ему. Потому что им выгодно, когда они оба с нераскрытым. Потому что если у кого-то он раскрывается, да, то второй человек уходит. Да? То есть нужда друг в друге пропадает. Ну, вот так. Да. 3. Ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Ну что, кто же перед нами? Да? Кто перед нами сейчас? Это человек, который очень сильно устал, человек, который ушел в свою личную випассану относительно жизни. А ничего страшного вообще в 4 мечей нет. Да? О, все перекрыто, все плохо, все клетка, все ограничения. Ну, слушайте, у нас у всех разные периоды в жизни, да, кто-то реально может настолько себя задолбать, что уже на уровне тела надо отдохнуть. Здесь, правда, нужно отдохнуть, да, это про то, что еще бывает такое, что нам на определенный период жизни, ну, требовался вот определенный уровень качества энергии. Сейчас эта энергия нам не нужна, не вырабатывается и прочее. И мы, значит, из нашей вот этой условной метафорической ванны, да, выдергиваем пробку, вот это все, значит, слилось, а новым пока мы ничем не наполнились.
потому что, может быть, тело просто ждет каких-то новых энергий. Сейчас посмотрю относительно чего 4 мечей. Или мы можем прятаться в болезни, да, опять же, потому что где-то не вывозим эту жизнь. Так, почему 4 мечей? Да. Да, потому что мы где-то взяли очень высокую планку, да, Солнце как бы 4 мечей, но сейчас на данный момент либо наши желания не сбываются, либо необходимо их пересмотреть, либо, может быть, мы, знаете, полжизни двигались в пользу реализации чужих желаний, потому что, как я вам уже говорила, о том, что если в родовой системе какие-то желания не реализованные, то все ресурсы, которые они направляют на своих потомков, там выбирают, да, жертву, условно, да, и направлены на то, чтобы реализовалось именно желание родовой системы. Ну, там, смотрите, мама, к примеру, там нереализованная в деньгах, и она свою дочь там заставляет идти в бухгалтерию или там в экономику, а у девочки, например, способности к рисованию, да, мама, нет, ты что, рисованием деньги заработаешь? Это желание родовой системы, да. Через то, что эта девочка, соответственно, получает там, образование экономическое, да, выравнивается ее там, фон там, жизни, она плюс еще родовой системе что-то помогает, отстегивает, там, она же в зависимости, знаете, от родителей. Вот так вот оно бывает. И в какой-то момент, когда мы понимаем, что мы идем против себя, да, мы начинаем эти ресурсы закрывать сами для себя, потому что мы понимаем, что мы на себя это не потратим. Всегда будут, знаете, голодные рты, вот эти голодные птенцы, да, а ты добыл червячка для себя, а придется отдать, да, и ты думаешь, да какого черта, то есть если я все равно не могу это делать для себя, то мне вообще пропадает желание это делать. А иногда, это, знаете, это единственный, наверное, способ, чтобы ваши птенцы уже повзрослели, наконец-то уже научились сами еду добывать. Такое может быть. Окей, хорошо. Поэтому как-то сказать о том, что вы сильно прям людей будете притягивать сейчас в таком состоянии, потому что вы в рефлексии, вам бы разобраться, что происходит, а почему вот ваше личное солнце не наступает, почему вихри не раскручиваются, как вам надо, почему желание там не исполняется. Ну, вот такой период жизни, да, но есть ощущение, опять же, что все-таки больше здесь оптимизм, нежели пессимизм. Мы просто ждем либо открытия дорог, да, либо каких-то новых планетарных циклов, либо, говорим, дракон принесет что-то хорошее. Потому что там, собственно, двойка жезлов, она такая интересная сама по себе карта, но это карта вызова всегда, и вполне возможно, ну, как бы мы можем идти по какому-то определенному пути, потом просто упираться головой в дверь, да, может быть, там рядом дверь, но мы ее не видим, потому что мы слишком много силы и усилий потратили на то, чтобы головой пробить вот эту конкретную дверь, а уже сил нет. А может, там рядом что-то есть, но мы не видим пока. Мы пока вот упоролись. Упоролись в какой-то свой тупик и очень сильно прям переживаем. И вполне возможно, занимаемся даже по солнцу каким-то самоедством. Ну, посмотрим сейчас. О чем здесь? Хорошо. А какие люди вам нравятся? Те, которые вас любят, потому что вам дико не хватает любви, в первую очередь любви к себе. Ну, или те люди, которые любят себя, да, потому что все-таки двойка чаш, оно про партнерство, оно про любовь, оно про, может быть, знаете, там, сейчас посмотрю, потому что двойка жезлов меня еще пахнет прям партнерством очень сильно, и партнерством в разных сферах жизни, да, двойка чаш, да, король мечей. Тут, скорее всего, наверное, про то, что вам нужны очень надежные люди, и вы, скорее всего, задумываетесь о каком-то партнерстве, но это партнерство почему-то должно в отношениях быть. Но если мы говорим про отношения, все же здесь, ну, вы больше ведомые, чем ведущие. Понимаете? Такие люди нравятся вам. Люди, которые помогают, да, вам принимать важные решения, исходя из вот, как это сказать, вот вашего, наверное, понимания, да, все-таки партнерства. Угу. Или люди, которые ну, знаете, как прям натолкают вас. Ну. Вот, это, в принципе, вы правда можете вестись немножко на манипуляторов, если он будет говорить, что это делается из любви к вам, да? Я же типа о тебе забочусь, вот такое. Вот такие люди вам нравятся. Такие люди вам нравятся.
Еще нравятся люди, которые вас не подавляют, потому что вы сами себя дико подавляете, да. И если у вас в вашем окружении есть люди, которые вас подавляют, вы прям вспыхиваете сразу в состояние сопротивления. Потому что вы сами внутри себя подавляете, сами внутри вот эта пружина, которая рано или поздно выпрямится. Но если вы чувствуете внешнее давление, вы прям взрываетесь. Ладно, давайте смотреть дальше. Каким людям нравитесь вы? Каким людям нравитесь вы? Да знаете, наверное, трудяжкам, трудоголикам и прочее, потому что вы мечтаете о партнерстве, чтобы вам помогали решения принимать. А здесь люди, которые смотрят от вас, мечтают о партнерстве, чтобы вы облегчили их труд. Да? Вот они, 10 жезлов. То есть мы, с одной стороны, смотрите, мы энергию партнерства очень активно по третьему варианту транслируем. Но ощущение, что цели-то разные, да? Мы ищем партнера, который более умнее нас в плане стратегии, да, получается, но при этом, мы нравимся людям, которые тоже видят нас стратега. Понимаете? Да, которым хочется уйти, да, из вот этого состояния, что я постоянно тащу эти жезлы на спине. То есть они, получается, у вас пытаются увидеть вот какого-то прям надежного партнера. Вам самому или вам самой нужны, да, партнеры, которые принимают какие-то важные стратегические решения. Ну, вот так вот. Скорее всего, ваше вот это солнце, да, ваша вот эта уверенность в себе это транслирует. Хорошо. У них вот, у тех людей, которым вы нравитесь, да, какая выгода общаться с вами? То есть чаш, двойка мечей. Слушайте, тут, наверное, вопрос в том, что это вам почему-то выгодно общаться с ним. Вам выгодно. Потому что вы можете здесь героя отыгрывать, да? Вы прям можете героя отыгрывать, вы прям помогаете, очень важно. Да, смотрите, в чем прикол. Смотрите, нравятся люди вам, да, которые помогали бы вам принимать важные стратегические решения, но взаимодействуете вы, и проще вам взаимодействовать с теми людьми, для кого вы отыгрываете героя. Да? Интересно как. Тут еще вот какой момент. Какие люди нравятся еще вам, да? Те, которые немножко выключают, опять же, эмоции, включают разум и голову. Вот, пожалуйста, да? Но, ну как это сказать? Это им нравится, потому что они, скорее всего, немножко будут помогать вам разобраться с эмоциями. А вот взаимодействие ваше, вот куда тянет, да, на уровне души, каким людям вы нравитесь, да, все-таки на эмоциональный фон. Вот, потому что у вас подавленный эмоциональный фон, и у этих людей тоже подавленный эмоциональный фон. Такие две королевы драмы, да, вам понравится общаться. Ну, то есть, как бы, такие люди, да, вы им нравитесь, да, вот этим всем драмам, короче, вот вы нравитесь. Но вам нравятся другие совсем. Ладно, давайте смотреть. Кого притягиваете, да, смотрим? Кого притягиваете, так-то понятно? Ну. Расклад-то у нас таким образом звучит. Мы с разных сторон пытаемся разобраться. Объяснила, почему, да, каких людей притягиваете. Так, паж пентаклей. Да, тоже вот опять же нереализованный потенциал, да? Нереализованный потенциал. Ну, потому что, видимо, вам его подсвечивают. Тоже все такое, знаете. Пажики, да? Пажики с потенциалом. Потому что вы так сами про себя думаете, да? Сами так про себя думаете. Чё? Так, рыцарь мечей. Семерка мечей. Иерофант. Вы знаете, это какой-то, почему таких людей, ну, притягиваете, потому что это опять какой-то момент самоутверждения, да?
Вот вы себя видите вот этим человеком, который помогает другим людям принимать жизненно важные стратегические решения, хотя такого человека вам самому как бы не хватает, да? Но окружаете вы себя на самом деле как бы людьми, которые по сравнению с вами, ну да, это немножко там какая-то прям песочница, и вы можете отыгрывать своего иерофанта здесь. Иерофант, туз пентаклей, девятка пентаклей, да, немножко самоутверждаться, да, либо как-то финансово, но если финансово, то получается, что мы предпочитаем общаться с людьми, которые немножко ниже нас, да, по финансовому уровню, или, соответственно, в карьере там не задалось еще что-то, потому что очень прикольно в третьем варианте быть розой на помойке, понимаете? Розой на помойке. Ну, потому что да, потому что вот транслировать себя как вот состоявшуюся личность проще, собственно, тем людям, да, которые немножко ниже тебя, либо энергетически, либо по знаниям, либо еще, короче, как-то. Вот. А у вас есть вот ощущение какой-то недосягаемости, что вот в этот круг, который вам на самом деле надо, вас не сильно пускает. Вот такая интересная позиция была по третьему варианту. Дайте мне знать, насколько нравится подобный формат раскладов. Мне очень нравится, как работает колода, которая называется Mind's Eye. Mind's Eye, то есть это, можно сказать, глаз разума, да? Только не глаз, а глаз. Да, потому что здесь в этой колоде большое количество глаз. Вот, ну, психоделический такой момент. И, в общем, я жду от вас обратной связи. И с вами была я, ваша нейроведьма.